Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю студентам русского языка заговорить на русском более уверенно и естественно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и ставьте лайк на это видео. А мы сегодня поговорим о том, как же заговорить по-русски. И мы начинаем! Совет номер 1. Говорила уже об этом не один раз и не устану повторять. Не бойтесь ошибиться. Страх – это то, что нам мешает заговорить на иностранном языке. Задайте себе вопрос, что самое страшное может случиться, если я допущу ошибку? Мы все ошибаемся в своих родных языках и в иностранных языках. Когда я монтирую видео и пересматриваю его миллионы раз, я замечаю кучу оговорок, которые делаю сама. Но тем не менее, это не мешает людям меня понимать. И так происходит у большинства людей, если, конечно, человек не специалист по речи, и она у него не отточена идеально. Когда ты пишешь, у тебя есть возможность подумать, вернуться в начало, перечитать, что ты написал, и исправить свои погрешности. Это даже не хочется называть ошибками, потому что, например, если неправильно согласован род или число с существительным или прилагательным, то это даже не ошибка, а скорее оговорка. И в речи мы не можем, к сожалению, так сделать, вернуться назад и понять, где мы ошиблись. Поэтому, пока мы не начнем совершать ошибки, мы просто не поймем, где находятся наши слабые места. Поэтому долой страх перед ошибками. Второй совет. Не спешите. Конечно, нам всем хочется говорить на иностранном языке бегло, чтобы продемонстрировать наши навыки. Но к этому нужно подходить постепенно. Нужно начинать с малого и помнить, что скорость – это не главное. Главное – это качество и взаимная коммуникация. Если вы хорошо проговариваете слова, и собеседник вас понимает, значит, вы уже достигли хорошего уровня в иностранном языке. А скорость – это не всегда показатель качественного владения языком. И отсюда мы плавно переходим к произношению, которое может пострадать от слишком быстрой речи. Произношение – это одна из основных составляющих при изучении языка. И если собеседник вас не понимает, а вы при этом говорите правильно, просто недостаточно хорошо проговаривая слова, то здесь уже можно столкнуться с проблемой. И это еще один аргумент в пользу того, что не нужно спешить. В идеале нужно достичь того ритма, которого придерживаются носители. А хорошим упражнением в этом может быть техника теневого повтора, про которую я уже рассказывала, оставлю ссылочку в описании под этим видео. Там я подробно говорю о том, как этой техникой пользоваться и как достичь нужного ритма в изучаемом языке. 4. Не пытайтесь усложнять свою речь, особенно на начальном этапе. Говорите простыми и универсальными словами. Говорить красиво – это не значит говорить сложно. Можно и простыми словами так заговорить собеседника, что он не захочет отрываться от вашего дискурса. Но и красивая речь – это уже про более продвинутых студентов, которые владеют языком практически в совершенстве и хотят повысить свои знания до более высокого уровня. Я не говорю, что нужно всегда говорить отлично и не заменять это слово синонимами потрясающе, великолепно, чудесно, замечательно. Или слово «интересно» на «любопытно», «увлекательно», «необычно». Можно и нужно, если вам этого хочется. Но это не обязательно для людей, которые учат язык для того, чтобы говорить, для того, чтобы общаться с другими, для того, чтобы уметь выражать свою мысль. В таком случае и отлично, и интересно абсолютно подходят, потому что именно так говорят носители, не усложняя. 5. Делайте заметки. Пишите каждый день по паре предложений о том, что вы думаете, как прошел ваш день, чему вы сегодня научились, какой фильм посмотрели или какую книгу прочитали, и свои впечатления об этом фильме или о книге. Это не должны быть целые сочинения на несколько страниц. Достаточно пару предложений, чтобы мозг начал работать и генерировать идеи на изучаемом языке. Вы увидите, что с каждым днем у вас получается все лучше, вы пишете все больше, развернутее, вы выучите много новых слов, потому что придется их смотреть и искать в словаре. Но как все это связано с
разговором. Расскажу на личном примере. Примерно полгода назад я начала учить французский язык. Время было выбрано не самое удачное, потому что конкретно на тот момент его стало мало для изучения языка, но я подумала, а когда время будет удачное? И решила, что сейчас. Так вот, времени я уделяю не столько, сколько хотелось бы, но придерживаюсь основных принципов. Заниматься каждый день и слушать хотя бы по чуть-чуть. Кстати, вы можете посмотреть видео про основные принципы изучения языка, ссылочка будет в описании. И не так давно я задалась вопросом, а разве я не должна уметь хотя бы что-то уже говорить? Все-таки полгода прошло, и я много чего понимаю, в основном, наверное, из-за связи с романскими языками, которыми я уже владею на том или ином уровне. И на этот вопрос я ответила себе вопросом, а я пробовала? И так как заговорить мне было сложно, потому что хотелось сразу и хорошо, а так не бывает, я начала писать, по чуть-чуть. Но этого мне хватило для того, чтобы понять, что мой мозг может воспроизводить какие-то идеи на французском языке. А если он может делать это письменно, то, скорее всего, он может делать это и устно. И я начала говорить. По чуть-чуть, понемногу, но начала. И в этом мне помогли заметки. И как вы уже поняли, мы подобрались к следующему совету. Пробуйте говорить. Потому что, как следует из моей истории, я не говорила, потому что не пробовала. А когда попробовала, поняла, что вообще-то могу. Медленно, местами сложно, но могу. Как это можно делать? Первое, проговаривать все, что делаешь, вслух. Например, я сейчас записываю видео для студентов русского языка, в котором делюсь советами по изучению. В моих коротких видео в шортсах вы можете найти больше примеров того, как это делать. А второе, очень хорошее интерактивное упражнение, оно тоже есть у меня на канале, где вы сможете прослушать фразы, которые я вам предлагаю, и проговорить их. 7. Старайтесь описывать те предметы, названия которых вы не знаете или забыли. Например, ручка. Можно сказать, мне нужен предмет, которым пишут, обычно синим, красным или черным цветом. И собеседник сразу же вам на это скажет: ручка, тебе нужна ручка. Ну и напоследок, не забываем про регулярную практику. Несмотря на то, что этот совет в самом конце, он самый важный, потому что без него не имеют смысла все остальные советы. Очень важно придерживаться постоянства в изучении языка. Конечно, если вы пропустите 1-2 дня, потому что у вас выходной, вам хочется ничего не делать, отдохнуть от всех дел, или вы в отпуске на неделю, на 2, ничего страшного в этом нет. Главное после этого вернуться к своей рутине и заниматься хотя бы по чуть-чуть каждый день. И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, было полезно, и вы узнали для себя что-то новое. Если нет, то как минимум вы попрактиковали свое аудирование в русском языке, что тоже очень-очень хорошо. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Желаю всего хорошего и пока-пока! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.